Привет, друзья! Когда Мерц изменяет своим обещаниям, когда правительство Мерца начинает с конфликтов по миграции и обороне, это не просто внутренние дрязги, а сигнал того, что Германия стоит на пороге больших перемен, и понимание этих процессов даст вам шанс увидеть, в какую сторону начнет двигаться вся Европа. С самого начала работы нового правительства Германии Фридриха Мерца, которое, напомню, состоит из блоков ХДС, ХСС и Социал-демократической партии Германии, между партнерами назревает серьезный конфликт. И именно по этому вопросу, который традиционно вызывает острые споры. Речь идет о возвращении беженцев на границе. Несмотря на согласие сторон новой коалиции в том, что выбор канцлера прошел с серьезными недочетами и стал своего рода полным провалом, стороны пытаются смотреть вперед и не углубляться еще больше в разногласия. Уже в первый день работы новой черно-красной коалиции стало очевидно, спор по поводу приема соискателей убежища на границе Германии выйдет на первый план. Руководитель канцелярии Торстен Фрей, который является представителем от Христианско-демократического союза, сделал жесткое заявление в прямом эфире. Он объявил, что Германия будет отныне отказывать во въезде даже тем людям, которые подают прошение об убежище прямо на границе. Цитата: «Мы договорились об этом в коалиционном соглашении», подчеркнул Фрей, ссылаясь на положения, закрепленные в документе. Он уточнил, что подать заявление о предоставлении убежища, внимание, беженец должен в той стране Евросоюза, где впервые пересек границу ЕС. С учетом географического положения Германии, добавил он, это практически невозможно. Поэтому, по его словам, министр внутренних дел Александр Домбрин должен будет организовать усиленные проверки на границе и депортировать абсолютно всех, у кого отсутствуют действительные документы для въезда. Однако партнер по коалиции СДПГ резко не согласен с этим подходом. Заместитель председателя фракции социал-демократов Дирк Виссе заявил: «Никто не заинтересован в том, чтобы перегибать палку и тем самым провоцировать судебное разбирательство». Цитата: «Это знает и новый министр внутренних дел», добавил Виссе. Он напомнил, что каждый, кто прибывает в Германию и, согласно основному закону страны, имеет право на убежище, должен получить шанс, чтобы его заявление было рассмотрено. Цитата: «Это тоже четко оговорено в коалиционном договоре», добавил он, подтверждая наличие разночтений в интерпретации соглашения между партиями ХДС, ХСС и Социал-демократической партией Германии. Что же касается выборов канцлера, Торстен Фрей признался, он не ожидал, что Фридрих Мерц потерпит поражение уже в первом туре голосования, прошедшего вчера во вторник. По его словам, ни в рядах блока ХДС, ХСС, ни среди социал-демократов не было сигналов о возможных проблемах. Цитата: «В этом смысле это, конечно, стало шоком пережить такое лично», признался он. Фрей также отметил, что нельзя утверждать, что будто Мерц усилил свои позиции после этого дня. Однако он призвал все же не драматизировать ситуацию. Если и возникло впечатление, будто коалиционное большинство нестабильно при любом спорном вопросе, партии продемонстрировали способность к конструктивному решению проблем. Цитата: «Коалиция имеет все шансы начать работу с успехом, но для этого нам действительно нужно действовать», добавил он, подчеркивая важность сплоченности в начальный период. Но скандалы только начинаются. Уже в первый день правления нового правительства Мерца в кулуарах парламента начинается новая политическая дискуссия. Теперь уже о возможной отмене постановления о несовместимости сотрудничества с левой партией. Дирк Виссе, представляющий СДПГ, заявил, что теперь нужно смотреть вперед. Цитата: «Мы пришли к финишу даже раньше Ватикана. Так что теперь пора засучить рукава и работать», сказал он с долей иронии. Конечно, он признает, было бы лучше, если бы нужное большинство удалось достичь уже в первом туре голосования. Но, по его словам, канцлер теперь избран, и это главное. Дирк также добавил, что кто именно проголосовал против Мерца, определить сейчас невозможно. Однако социал-демократическая фракция стоит за канцлером как единое целое. И вот грядут новые изменения или это предательство? После голосования в рядах ХДС началась бурная внутренняя дискуссия о том, стоит ли пересмотреть старое решение партии не сотрудничать с левой партией ни при каких обстоятельствах. Дело в том, что именно благодаря голосам левых стал возможен второй тур. Руководитель канцелярии Фрей высказал осторожную открытость к пересмотру этой позиции. «Нам предстоит обсудить это вместе», заявил он. При голосовании в Бундестаге по выборам канцлера снова стало очевидно, насколько сложно без участия других партий обеспечить квалифицированное большинство в 2/3.
Хотя отменить постановление, принятое на съезде ХДС, невозможно одним росчерком пера, Фрей отметил, цитата, «Тем не менее, мы находимся в ситуации, когда определенные вопросы действительно требуют пересмотра». Что же касается зеленых, то коалиция «Зеленые» и СДПГ намеревалась выделить на оборонные нужды Германии значительную сумму, внимание, 53 миллиарда евро. Однако запланированный государственный бюджет так и остался незавершенным. Между тем, министр обороны Борис Писторис уже вынашивает новые амбициозные планы. По данным осведомленных источников, он хочет не просто сохранить прежние расходы, а значительно увеличить оборонный бюджет до более чем 60 миллиардов евро. Причем рост планируется не только на 2025 год, но и на последующие годы, что говорит о долгосрочной военной стратегии нового правительства. Источники, близкие к правительству, сообщили, что Борис Писторис, представляющий социал-демократическую партию Германии, нацелен закрепить данное увеличение уже в бюджет на 2025 год. Более того, схожая сумма, по их словам, должна быть зафиксирована и в среднесрочном финансовом планировании. Эти заявления прозвучали вскоре после того, как Фридрих Мерц был избран новым федеральным канцлером Германии. Один из высокопоставленных представителей правительства подтвердил, что данная информация идет в правильном направлении, однако пресс-секретарь Министерства обороны отказалась как подтверждать, так и опровергать указанную сумму, сославшись на то, что формирование государственного бюджета еще продолжается. Борис Писторис хочет запланировать на 10 миллиардов евро больше, чем предполагалось в черновом бюджете прежнего светофорного правительства. А я для справки еще раз вам напомню, что прежняя администрация предполагала выделение тех самых 53 миллиардов евро. Однако остается открытым вопрос, внимание, каким образом эти средства будут эффективно расходоваться. Я вам рассказывал в одном из видео, что даже в прошлом году Министерству обороны было не просто освоить 52 миллиарда евро, заложенные в бюджет, чтобы выполнить требования по доле оборонных расходов в рамках НАТО. Хочу также отметить, что в то время помимо регулярного бюджета существовало еще 20 миллиардов евро из так называемого специального фонда, который был создан вскоре после вторжения России в Украину. Цель этого фонда была срочно и существенно усилить боеспособность Бундесвера. Однако, по прогнозам экспертов, этот фонд может быть полностью исчерпан под ноль к 2028 году. А теперь внимание! Интересно то, что уже сразу после своей победы на выборах Фридрих Мерц утвердил создание нового специального фонда объемом в 500 миллиардов евро. Эти средства, как предполагается, будут направлены в частности на модернизацию инфраструктуры внутри страны. При этом расходы на оборону планируется вывести из-под действия долгового тормоза, что в свою очередь создает дополнительное пространство для маневров в сфере военного финансирования. А теперь давайте обсудим, во что выльется этот конфликт с первых дней между сторонами коалиции по беженцам, по бюджетам и союзам, и не распадется ли коалиция в первый месяц. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые актуальные новости Германии, и спасибо за просмотр.